Приветствую всех на канале. Продолжаем публиковать видео с ремонтом электромобилей и гибридов. По моторам Tesla сделал много видео с Мерседесами Electric Drive и Toyota RAV4 EV. Поэтому дальше делать их не планировал. Но такое решил сделать, так как с такими еще не сталкивались. И думаю, что вам тоже будет интересно. Проблема, которую озвучил владелец, заключается в том, что автомобиль на холодную не мог плавно двигаться, а двигался с какими-то совершенно непредсказуемыми рывками, с которыми было страшно выезжать со стоянки рядом с автомобилями. Но после прогрева все становилось нормально. При этом никаких посторонних шумов не было. Диагностика компьютером ничего необычного не показала. Приехал к нам автомобиль вот такой, на котором нажимаешь газ, а она смыкается. Это Mercedes B-класс Electric Drive. Если на маленькой скорости, то она начинает смыкаться. И, как сказал хозяин, пока не прогреется, вот так себя она ведет. При этом ни понижения мощности нету, ничего. Ошибки были, здесь много ошибок было. Мы их сейчас удалили. И ошибки были о падении сопротивления изоляции. Не исключено, что в моторе инвертора уже есть антифриз, и он делает свое мокрое дело, что приводит к тому, что начинает переставать работать фазные платы. Но это пока наши догадки. Ну а теперь сейчас нужно автомобиль загонять, смотреть энкодер, есть ли на нем антифриз. И возможно придется снимать мотор и разбирать инвертор. Это сейчас ты что делаешь? Это ты бросил тормоз. Все бросил. Вот Все бросил, она вот так вот едет, смыкается. Она не может плавно трогаться. А если нажать педаль газа? Едет. Если нажать сильнее педаль газа, нормально едет. Только на маленьких скоростях начинает себя вести некорректно. Если у вас есть догадки или предположения, то напишите в комментариях, что бы это могло быть. Да, а вот что происходит на нейтралке. У нас колеса не проворачиваются в одном направлении, только за счет дифференциала в разные направления. А провернуть вперед два колеса просто невозможно. И автомобиль катится, как будто бы это ДВСный автомобиль на передаче, на первой. То есть такими рывками, как будто бы поршни проворачиваются. В общем-то, даже на полностью отпущенном автомобиле, полностью отключенном питании, полностью обесточенный инвертор, у нас происходит следующее. Как будто бы компрессия в двигателе внутреннего сгорания проворачивает мотор. И автомобиль у нас ехать не хочет. Так, сняли энкодер. Здесь водичка есть. Есть антифриз. Подкидывает. Так. И с чем же у нас проблема? Возможно, у нас есть проблема с редуктором. Это как вариант. Сейчас можно открыть пробку редуктора и слить масло. Посмотреть, что там. Так, на всякий случай мы уже взяли выводные шины, несмотря на то, что это асинхронный мотор. Мы отсоединили шины инвертора с обмотки, ну, на всякий случай уже. И все равно у нас колеса не проворачиваются. Не проворачиваются колеса, подклинивают. При этом слили масло чуть-чуть с редуктора, стружки нету. Каких-то явных, что в редукторе какая-то проблема, тоже мы не видим. Но факт остается фактом. У нас не проворачивается мотор. Поэтому с большей долей вероятности у нас какая-то проблема с подшипниками на электромоторе. Из-за этого он очень туго проворачивается. Когда уже большие обороты, он вращается, а на маленьких оборотах нет. Поэтому на низах он плохо едет. Короче, в любом случае необходимо снятие мотора и разборка.
Приступаем к разборке этого электромотора. Это Mercedes. Напомню, какая у нас проблема была. У нас автомобиль на маленькой скорости, на холодную, не хотел ехать равномерно. Он как с рывками идет. При этом как будто бы какая-то блокировка. Масло с мотора мы сливали. Абсолютно чистое масло. Оригинальное залито, не АТФ, а трансмиссионное. То, которое рекомендуется в Мерседесе. Оно такое слегка желтоватое. И с характерным для трансмиссионного масла запахом. В общем, сейчас мы начнем. И стружки в масле, кстати, нет вообще. Масло абсолютно чистое. Поэтому мы начнем с разборки электромотора. В любом случае, мотор разобрать нужно с снятия электромотора. Поэтому мы начнем с него и посмотрим, будет ли там какая-то проблема. И дальше тогда уже понимать, надо ли, есть ли необходимость лезть в редуктор. Поэтому пока сейчас разбираем его, ну и дальше будем смотреть. Так, ну вот мы сняли. Здесь сальник еще не менялся, стоит оригинальный. Влага была здесь, когда мы снимали датчик, отсоединяли. И видно было конденсат, поэтому это не удивительно. Так, и вот у нас мотор. Мотор, вообще его можно провернуть за вот эту... За импульсное колесо его вообще можно провернуть. Но в данном случае оно не хочет проворачиваться. И даже нет никакого люфта. То есть это все-таки не в редукторе проблема, а в самом моторе. Неужели настолько сильно здесь заклинило подшипники? Или же уже сам ротор касается статора? И это приводит к тому, что мотор подклинивает. То есть по факту имеем заклинивший мотор. В общем, продолжаем его разбирать. Вот сняли с паркинга. Но если бы даже стоял на паркинге, был бы какой-то люфт за счет люфта на зубьях. Здесь этого нет. Поэтому продолжаем снимать крышку и смотреть. Так. Сняли мы, ух ты, да, походу здесь сальник таки давно подтекал. И здесь ржавчины просто немерено. Именно она как порошок. Вот у нас как раз с этим-то проблема и есть, что у нас мотор просто заклинил в обмотке статора. При этом, и насколько я помню, при диагностике была ошибка по сопротивлению изоляции. Но здесь, конечно, такого мы еще не встречали. Так, ну что, нужно будет вытаскивать статор и дальше смотреть. Да, у нас много моторов было, но так заклинившие у нас еще ни разу не было. Так. Такого моторчика у нас еще не встречалось. Чтоб так сильно... Вот наросты эти, они как раз и не дают проворачиваться мотору. Я представляю, какой здесь был перегрев, когда автомобиль в движении был. Так, и видно, что этот сильный налет сильнее к вот этой крышке, а с той стороны чисто. Так, в принципе, и сальник там сухой, и масло не гонит с редуктора в мотор.
все чисто, красиво. А из-за того, что антифриз попадал, вот это все происходило коксование его, и как следствие подклинивает мотор. Но владелец говорит, что когда машина нагревается, все нормально едет. То есть вот это, скорее всего, каша, которая здесь образовалась, она становится более жидкой, что ли, или как это назвать. И мотор, в принципе, едет. На холодную это все густеет и работает как тормоз. Вследствие чего и происходила вся эта неприятная ситуация. И это все видно по ротору, как он здесь перегретый. Запах, конечно, такой достаточно неприятный здесь. При этом подшипники, что этот подшипничек, что этот подшипник, были нормальные. Ну и влажность на сальнике. То есть он не резко потек, а по чуть-чуть, по чуть-чуть все время протекает. И как следствие получается, что вот такая вот неприятная ситуация. В общем-то, конечно же, мы здесь тоже будем сверлить дренажное отверстие для того, чтобы избежать эту ситуацию. Потому что, ну, вот эти конструктивные просчеты с этими сальниками, они могут по чуть-чуть пропускать антифриз. Они не являются абсолютной герметизацией. Поэтому небольшое, незначительное подтекание антифриза — это для нее норма. Особенно в холодное время года, когда сальник задубевший, и если на бензиновых двигателях или дизельных, в общем-то на двигателях сгорания, люди уже привыкли, что нужно немножко прогревать, то электричка, что здесь прогревать, ничего такого нету. В салоне уже тепло, потому что тепловой насос греет, либо ТЭН, и особо не заморачиваются с прогревом мотора. И выезжают, дают ей под хвост, и как следствие сальник начинает пускать антифриз. В общем-то, вот такая вот ситуация. Ну, теперь, естественно, нужно будет прозвонить сопротивление изоляции, какое здесь, не привел ли перегрев обмотки статора к повреждению лакового покрытия лакопровода, и не начались ли пробои по изоляции. И, естественно, чистка всего этого, и надеюсь, что обойдется легким испугом, грубо говоря, обычным ТО по замене сальника, сверление дренажного отверстия, заменой керамического подшипника, ну, как минимум на роторе мотора. А редуктор уже будем согласовывать, лезть туда стоит, не стоит. В общем-то, пока вот так вот. Согласовали стандартную работу по замене стальных подшипников на подшипники с керамическими шариками в редукторе. Отполировали и почистили вал ротора, почистили обмотку статора, промерили сопротивление изоляции, она оказалась в норме. Ну и, конечно же, собрали агрегат. Мотор уже собран. Вот какие запчасти поменяли. Это 2 подшипника первичного вала, 2 подшипника ротора и 3 сальника. 4 сальника. 2 сальника привода, сальник внутренний и сальник тефлоновый. Дренажное отверстие тоже просверлено, поэтому и даже если будет утечка антифриза, она будет течь наружу. Все, теперь мотор можно устанавливать в автомобиль и протестируем и будем выпускать. Так, вот собрали мотор, установили на автомобиль. Теперь плавненько трогается, без всяких признаков подклинивания мотора. В общем-то, вот такой вот интересный был ремонт. С таким мы еще ни разу не сталкивались. Первый раз у нас такое было. Поэтому имейте в виду, электромоторы тоже могут клинить.